Я думаю, вы со мной согласитесь, что всем нам свойственно совершать ошибки. Совершаю их и я, тем более, что я не какой-то ландшафтный дизайнер, я просто садовод-любитель. И точно так же совершаю ошибки. Но не боюсь в этом признаться, и эти ошибки надо исправлять. Ну вот конкретный пример, чем я сегодня буду заниматься. Вот 3 года назад я высадил вот здесь, на этом месте, это входная зона. Высадил здесь спирею. Это спирея весенне-цветущая. Ну, честно скажу, я не люблю спиреи весенне-цветущие. Они цветут, конечно, очень обильно, очень красиво, но цветут очень короткий промежуток времени. Ну, где-то 10 дней, может быть, 2 недели. А потом фактически весь сезон это такая темно-темно-зеленая масса. Куст большой довольно, темно-зеленая масса. Мне это не нравится. Тем более вот здесь во входной части. Но это еще полбеды. Дело в том, что вот здесь спиреи мало света, а это растение, которое очень любит свет. И видите, что происходит? С этой стороны света мало, тень, а солнце во второй половине дня вот там появляется. И она все свои побеги направляет вот в ту сторону. Как я ее не обрезаю, как я не пытаюсь ей исправить форму, все равно каждый год происходит одно и то же. Вот туда она смотрит. Повторюсь, это входная зона. На мой взгляд, здесь должно расти что-то более интересное, более красивое и более подходящее. Поэтому сейчас первым делом я буду выкапывать эту спирею, пересаживать ее в другое место. Где-то за дом, на задний план, где ее мало будет видно, но тем не менее выбрасывать растения это не в моем стиле. Вытащил. Корни, конечно, обрубил, но ничего страшного, это спирея, она приживется. Нашел я для спиреи место за домом, где она не будет мозолить мне глаза, потому что я ее не люблю. Ну и здесь у нее будет больше простора и больше света она будет получать. Тоже, конечно, не со всех сторон, но во всяком случае больше. Поэтому развиваться, я надеюсь, будет нормально. И яму я выкопал. И поставим ее в яму наоборот. Ветки, которые шли на солнце, поставим в более тенистую часть, а здесь, где солнце, поставим вот эту более голую. Ну и закапываем. Не буду показывать этот процесс закопки, закопаю, полью, естественно. По поводу обрезки. В принципе, конечно, желательно после такой пересадки, радикальной, с обрезкой корней сильной, обрезать ее коротко. Эта спирея, она приживется в любом случае. Но это весенний цветущий кустарник. Если мы ее сейчас обрежем, соответственно, весной мы не увидим никаких цветов. Я подумал, немножко по-другому поступлю. Я не буду ее обрезать. Почему? Ну, во-первых, листья уже, видите, желтые опадают. То есть листья уже фактически влагу не тянут, они влагу не испаряют. Но корни вот именно при такой погоде, при температуре почвы плюс 8, плюс 10 градусов развиваются очень активно. Я надеюсь, сейчас вот за половину осени фактически она отлично приживется. А на следующий год я надеюсь, что все-таки она зацветет. Потому что корни разовьются, эти побеги, ничего с ними не случится, зимы здесь не морозные. В общем, не буду я ее обрезать. Ну, бог с ним, со спиреей, это слишком простой кустарник. Вернемся на то место, где я выкопал, и покажу, что я посажу на ее место. А сажать я сюда буду гортензию крупнолистную. Я думаю, у нее здесь будет очень хорошее место. Она тут, во-первых, росла рядышком, правда, в контейнере. Я вам ее показывал в своих видео. Здесь для нее подходящая почва по кислотности. Почему? Потому что здесь рядом растет рододендрон, а прямо на этой клумбе растет азалия. Кислолюбивое растение, которое чувствует себя здесь хорошо. По свету здесь ей нормально. Нет яркого солнечного света, но только там после 4 часов вечера только.
то, что она любит, такой рассеянный свет. Поэтому я думаю, она тут приживется хорошо. Ну, это яма, откуда я выкопал, собственно говоря, спирею, фактически по размеру вот этого контейнера. Ну вот, оба растения мы благополучно пересадили, и спирею, и гортензию. Надеюсь, этим растениям на новых местах будет хорошо. Хотя не факт. Вот существует так много разных факторов, воздействующих на наши растения и на нас в том числе, что все учесть довольно сложно. Ну вот я сказал, здесь для нее подходящая почва, по свету ей здесь все хорошо, по влажности опять же. Но насколько это место удачно для нее с точки зрения ее размеров? Не будет ли она здесь смотреться слишком большой? Ведь раньше она росла в контейнере, а гортензии могут вырастать крупнолистные довольно большими и высокими. Как она будет смотреться на этом месте? Не будет ли какой-то дисгармонии? Но все это предстоит проверить. Хотя здесь есть еще один плюс, про который я сейчас вам скажу. Видите, здесь идут перила, они мешают работать, они мешают снимать, но тем не менее к этим перилам гортензию можно подвязывать. Ведь не секрет, что когда зацветают вот эти шапки соцветий больших, где они тут есть, вот они еще, остатки уже. И если их намочит дождь, они клонятся, они падают буквально до земли, могут ломаться. Здесь их можно незаметненько подвязать и подвязать вот те побеги, которые будут клониться туда. Не нужно будет использовать никакие вот подобного рода подпорки, хотя, может быть, и придется. В общем, проверим. Сегодняшнее видео о чем, собственно говоря? О том, что все мы совершаем ошибки, не бойтесь их совершать и не бойтесь их исправлять. Правда, вовремя. Почему? Потому что, ну вот я пересаживал кусты, им 3 года они росли на этих местах. В принципе, выкопать их было довольно несложно. Если вы запустите, если оно там будет уже несколько, 10, скажем, лет жить, то вполне возможно, что выкопать его можно будет, но уже потеряв значительную часть корневой системы. И приживаться, конечно, оно будет хуже. В общем, как я всегда люблю говорить, сад — это не музей, где все поставлено один раз на свои исконные места и покрывается пылью. Нет, сад — это живой организм, где нужно что-то менять, приспосабливая место к растениям своим, то есть вот выбирать из потребностей растения, ну и, конечно, ориентируясь на свои собственные вкусы и на свои какие-то эстетические запросы. Ну вот, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.